Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Батарейки все, сейчас поменяю. Вов, а это надолго? Пойдем, я тебе пока квартиру покажу. Пойдем покажешь мне квартиру. Смотри, вот это вот кухня. Ты же еще кухню не видела? Нет. Смотри, на кухне найди здесь посудомойку. Наверное, тогда здесь должна быть. А, ну ты точно есть? Ты меня не обманываешь? Подойди к этой духовке, прямо ровно под духовкой постучи. Я думала, ты прикалываешься. Это просто посудомоечная машина от Мили. Давайте сейчас немножко дизайна поучу. Прям совсем чуть-чуть. Вот есть, значит, у нас вот эти вот пеналы. Да, высокий шкаф мы специально делаем без цоколя. Вот цоколь, знаешь, что такое? Ну, вот видишь, под шкафами щель такая небольшая. Эта кухня ляхет, и у нее цоколь 7 сантиметров. Вот смотри, вот, например, подходишь ты к столешнице что-нибудь порезать. Чтобы ножки не упирались в фасад, они делают цоколь. Но колхозники всякие делают еще и на пеналах тоже цоколь. Это плохо, сразу некрасиво. Мы всегда делаем без цоколя. У нас этот пенал, он прямо переходит в гостиную, потихонечку переходит в шкаф. Прикинь, а если шкаф открыть, что там? Здесь, знаешь, в шкафу находятся всякие вот PlayStation, ресивер, провода всякие. Все это скрыто здесь за шкафом. А вот снаружи есть выключатели. Выключатели Schneider Merton D-Life. Они очень классные тем, что у них вот эта вот тонкая рамка, а сами выключатели, они без перегородки между постами. И кажется, что это просто один такой большой выключатель с кучей кнопок, но на самом деле это все 3 поста. Они специально сделали резиновые подкладочки, чтобы звук был дорогой. И еще одна штука, у них у розеток, у нее внутри здесь есть болтик. Для того, чтобы когда ты вытаскиваешь вилку от утюга, у тебя не вырвала вилка вместе вот просто со всеми кишками. У кого так было, ставьте лайк. А еще очень важно, чтобы в линейке вот самих вот выключателей были 5-рамочные посты, потому что они не всегда есть. А здесь в этой линейке они вот тоже есть. Кому надо и кто-то сейчас комплектует, ссылочку внизу оставлю в описании. Вот это у нас стол Полиформ. Дорогущий капец стол, с ума сойдешь. Стулья — это одни из самых мягких и удобных стульев. Это немецкие стулья Rolf Benz, кожаные снаружи, внутри ткань. Прям топчик вообще. Как тебе? Удобно. Здесь на улице, вот если посмотреть, то у всех зеленые окна и зеленые рамы. И нам пришлось перила вот эти покрасить в черный цвет. Вот посмотри снизу. А, с другой стороны зеленые. Да, то есть с улицы никто даже не знает, что у нас здесь перила черные. Немножко, единственное, что вот здесь вот немножко зеленого торчит, но вот нельзя фасад менять, поэтому мы тут поменяли только внутри. Прикольно. Туда можно ходить, да, попробуй. Если тебя не сдует, то можно сходить, да. Холодно. Всё, Нет, пока. тут слезает. А вот здесь вот справа от меня это речные перегородки. Перегородки Boca Stripe. Мы их специально делаем промежуток между окнами вместо штор. Здесь у них внизу, вот посмотришь, здесь нет, никакой рельсы нету. Рельса есть только сверху, но она прячется здесь вот в нишу, поэтому ее тоже не видно. А крепится она там в одной точке посередине. И вот здесь, смотри, под окнами нет нигде никаких радиаторов. Радиаторы там внутри стоят. Ну и доступ до них, естественно, такой тяжелый, потому что надо все это снять. Здесь у нас еще стоят умные терморегуляторы, так, чтобы не надо было снимать всю конструкцию, чтобы что-то там подрыгать. По всей квартире стоят вот такие вот датчики, и ты просто ставишь один раз 22 градуса, и все, они всегда поддерживают 22 градуса, как бы не было жарко или холодно за окном. Ну что, давай в гостиную.
В этой квартире мы делали несколько вариантов планировок. Тут был и остров, и open space, и закрытая кухня, но клиент выбрал вариант с закрытой кухней. Это значит, что из диванной зоны не видно кухню, и в кухню можно пройти сквозь столовую зону. То есть с диванов видно только красивый стол и стулья, но кухню и всю грязную зону не видно. Вот, например, когда ты вошла, ты же все сразу не заметила. Например, вот это у нас паруса. Специально повернуты друг от друга. И сзади за ними не просто стена здесь Вау. светится. А стену еще можно цвет менять. Можно поставить зелененький. А на камеру сейчас плохо видно, потому что день, но вечером здесь офигенно. Здесь можно вот включать любой цвет себе и кайфовать. Она здесь сделана достаточно просто. Сзади на стену приклеена диодная лента. Вот это натяжной потолок. Когда мы делаем нишу вот такую вот, то красить обязательно нужно и вот эту стену до конца, да, и потолок внутри ниши в цвет стены. Так, чтобы было ощущение, что стена как будто бы заходит за потолок. Если вы покрасите потолок белым, вот здесь вот сверху, то будет прям четкая граница и будет видно потолок. Это вот четко отслеживать надо. Вот это у нас диванчик, это Minotti White. Один из самых, наверное, прикольных и красивых у Minotti. Мне прям очень нравится. Как типа вот по ощущениям, по уюту? Уютно. Уютно? Комфортно. У Minotti, кстати, легко определять, насколько мягкий диван. Чем больше подушка верхняя, тем мягче диван. Есть у них прям с тоненькой подушкой, они прям тверденькие такие. А это такая средняя мягкость. Туда вот, если садишься глубоко, можно сидеть, смотреть телевизор. Телевизионная стена, она тоже сделана необычным способом. Вот это камень натуральный, это сланец. Он такими тонкими листами клеится вот сюда на стену. Здесь вот если посмотреть сбоку, прям видно, что мы завели сюда объем. И ощущение, что у тебя такая каменная стена наросла прям на стене. Это не какой-нибудь не рисунок, там ничего, у него прям есть настоящий рельеф. А вот здесь у нас подиум из натурального тоже камня, это черный мрамор. Мы его выпиливали из слэба. Прям очень красивый. Здесь он не просто так стоит, чаще всего там ставят сюда какие-то колонки. Колонки нужно ставить на твердую поверхность и на камень лучше всего. Почему? А они так звучат хорошо. А вот этот, кстати, пуфик адски дорогой. Мы когда сюда как-то пришли на новоселье, кушали роллы прям на этом пуфике. У меня реально сердце чуть не останавливалось каждый раз, когда я видел, как кто-то палочками тащит роллину, намоченную вот этим вот соусом. Короче, убрали, пока у меня этот инфаркт не случился. Но зато он очень мягкий, и когда ты сидишь на диване, можно просто закинуть сюда ноги. Закидываешь ноги и смотришь телевизор или проектор. Тут еще и проектор есть. Да. Вот сверху стоит проектор, он такой беленький, его не видно. На потолке здесь щель такая для проектора, это выдвижной экран. Вау. Еще не все, сейчас подожди. Сейчас штора опустится. У нас тут стоит умный дом, и вместе с экраном опускаются шторы. Прям просто по одной клавише нажимаем, и у нас кинорежим. Мы максимально старались уйти от того, чтобы было просто 4 стены в помещении. Вот смотри, вот эта вот штука здесь, речная. Тут шкаф, нет? Открывай. Это ванна. Мы здесь специально сделали так, чтобы эта ванна, она никак не выдавала себя при закрытой двери. Это не ванна, это там шкаф, стена, что угодно, но не ванна. Была еще, кстати, проблема в том, чтобы поставить эти рейки. Их не получилось поставить на открывание снаружи, потому что рейки бы тогда упирались друг в друга. А нам нужен был эффект, как будто это вот все стена, зашитая вот так вот рейками, ее практически не видно. И вот мы вот так вот открываем и заходим внутрь. Здесь у нас есть отдельно стоящая ванна, огромное зеркало. А это ж... Что это такое? Я нажимаю. Отдельный, конечно, респект вот этим вот розеткам влагозащищенным, что они похожи на выключатели. Вот тут вот у нас раковина из настоящего камня, а здесь вот внизу шпон. Это шпонированный уже ящик. А вот здесь вот у нас справа это все стена из шпона. Но стена непростая, то есть здесь вот у нас вот унитаз. Над унитазом. Попробуй открыть. Вот, это у нас, значит, шкаф. И здесь в шкафу счетчики стоят, какие-то датчики протечки, там всякая утварь такая, которая
должна скрываться. А там это душевая кабина. Я буду мокрая. Мы же не в шоуруме, оно все работает. Да. Вот это у нас плиточка тоже очень красивая, она рельефная. Вот прямо если посмотреть. Красивая плитка. Это порцеланоса. И вот там поддержка у этого вот шпона. У нас черная плиточка под камень, тоже порцеланоса. Порцеланоса, да. Я знаю эту плитку. Знаешь, да? Да. Смотрела. А ты смотрела, как выбирать плитку? Да. И как? Информативно. Ты научилась выбирать плитку? Я уже не помню, но я помню, что я Я смотрела. уже не помню, но смотрела. Да. Пойдем в прихожую. Прихожая включается, когда мы сюда заходим. Ну, должна, по крайней мере. Включилась. Это у нас пуфик, тоже наш пуфик Бока. На нем удобно одевать кроссовочки, ботиночки и там всякую такую штуку. Сверху у нас вешалка, это тоже наша вешалка Бока. Мы на самом деле все это делали вот именно для этого проекта. Мы делали эту вешалку и этот пуфик, и поняли, что это классно получается, и начали это делать массово, прям вот на большую продажу. Они доступны теперь к покупке, их можно вот купить. Ссылочку оставлю в описании. И вот такие рейки, это не дешевые рейки, не те, которые мы показывали там в видео. В видео я специально показал дешевые рейки, ну, чтобы меня просто не захейтили. Вообще мы используем чуть другие рейки, чуть подороже. Это уже не сосна, это дуб. Это не рейки из Леруа. Мы здесь выбирали специально размер. Вот когда у нас размер 4 сантиметра сама рейка и 2 сантиметра между рейками, так эти рейки не рябят в глазах. Те вот как комфортно смотреть на речку. Да. А вот здесь смотри, вот обычно у двери входной у нее по краям всегда черные такие металлические, ну сама дверь торчит, коробка. ракор. Да. У этой двери не торчит. Прямо вот на саму коробку мы сюда приклеили МДФ планочки такие и покрасили их просто в цвет стены. А на саму дверь мы приклеили точно такую же планочку из МДФ. И получилось как будто, вот если мы издалека смотрим, это просто красивая дверь. Прямо при входе у нас находится гостевой санузел. Смотри, хозяйка полезла уже все дверки открывать. Ну давай, что там? Что там такое? Ничего интересного нет. Кстати, когда ты смотрела видео про выбор плитки, там как раз была вот эта плиточка. Такая речная была, очень красивая, прям очень похожа на дерево настоящее, но это не дерево. Даже некоторые путают и думают, что это дерево. А здесь у нас тумба. Классно. Это раковина Антонио Лупи, очень красивая. Фишка в том, что на самом деле, когда вот у нас есть такая раковина, да, куда ставить все. Можно, конечно, поставить сюда, но тут места не так много. Да, а здесь на полочку можно поставить все это барахлишко. Пойдем дальше. И сейчас мы идем, значит, еще одно помещение. Это... Куда мы идем? Куда же мы идем? Надо открывать дверь, посмотрим. Закрыто. Это у нас спальня. Здесь у нас стоит кровать BB Italia, вообще очень крутая, я прям ее обожаю. Она из такой толстой кожи. Вот, смотри, уже привыкает, да. Кроватка от BB и вот этот же тоже столик, это тоже от BB. И если ты смотри, вот его можно поднять. Поднять? Да, вот подними. крышечку? Да, крышечку подними. Кажется, что пуфик, а на самом деле это можно что-то складывать Классно. туда. Скажи, как тебя найти в Инстаграме? Например, добавила вот такую фотографию. Да. Не, мне кажется, нас сейчас забанят нахрен. С такими фоточками. Я оставлю Инстаграм Мили вот здесь вот. И если кто хочет, переходите, там ссылочка будет в описании. Здесь у нас все стены в квартире покрашены одной краской. Прям все стены одним и тем же цветом. Это красочка Derufa H&H Satin. Она легко моется. Этой квартире уже 2 года, и краска просто вот в прекраснейшем состоянии. Сам цвет я оставлю тоже внизу в описании. Если кому-то надо, то можете найти этот цвет. Часто маляры не могут покрасить нормально примыкание, оно постоянно заходит на какую-то сторону. А здесь мы сделали просто, завели настенную краску вот эту вот на потолок. Всего 2 мм на потолок завели, и ощущение, как будто потолок немножко парит. Очень простой и недорогой способ, как сделать нормальный стык потолка и стены. Смотри, вот здесь вот, как думаешь, что это такое на стене? Не знаю, но это же не шкаф. Здесь. На самом деле это не дерево. Это плитка? Это плитка, да. Но плитка настолько крутая, вот настолько крутой рисунок и ощущение, что она вообще никак не ощущается плиткой.
Вот ты вот зашла, есть у тебя ощущение, что это плитка? Нет, я даже не думала об этом, что это плитка. Реально, она даже тактильно ощущается как дерево, с прожилочками там совсем. Очень крутая штука. Это плитка порцеланоса X-Lite. Огромными листами она укладывается. И вот мы ее просто нарезаем на такие длинные панельки. И между панельками вот делаем вот такой вот черный профилек. Просто невероятно красиво, реально очень классно. И еще фишка в том, что эта плитка дешевле, чем шпон, если бы мы шпон вешали на стену. А всю плитку от порцеланоса мы покупаем в Зодиаке. И сейчас как раз в Зодиаке скидка 25% на все от порцеланосы. Если кому надо, ссылочку я оставлю в описании. Но торопитесь, скоро закончится скидочка. А вот этот вот шкаф, это шкаф Polyform. Когда ты его открываешь, он включается, а внутри вот этот и подсветочка, и внутри вот это дерево. Вот у Polyform, я вообще обожаю фурнитуру, вот видите, здесь у Polyform нет нигде петель. Вот мы смотрим на всю эту дверь. Обычно же двери, у них же петли, они торчат. Точно, здесь нет. Да, петель нету. Они спрятаны. Они спрятаны сверху и снизу, да, вот такие тоненькие маленькие петли. Мне нравится, что здесь такие прозрачные. А они вроде бы прозрачные, да, а когда ты закрываешь, выключается свет, и не видно, что там. И они становятся даже какими-то непрозрачными, а зеркальными, и чуть-чуть увеличивают пространство. А вот смотри, короче, шторы у нас непростые. Ложишься ты, значит, такая, да, значит, лежишь, спишь. Лежу. Да, вот лежишь и спишь. И вдруг на улице становится темно. Вот здесь автоматически можно настроить, чтобы шторки сами закрываются, и засыпаешь ты в полной темноте, вообще ничего не видно. И они сами, как с рассветом, могут открываться. Можно прям вот вместе с солнышком просыпаться. Тут стоит обычный электрический моторчик. Это электрический моторчик Somfy, французский, и он гоняет вот эти вот шторки. Я себе дома поставил с рассветом, у меня просто с рассветным солнцем открывается окошко. Можно сделать на 2 шторы, можно там на 1, как угодно. Можно сделать, чтобы открывалось полностью, можно не полностью. По-всякому открываться. Крутяк? Да, крутяк. Ну вот и все, ребят. Пишите там комментарии, только пишите, пожалуйста, добрые, да, там. Обязательно, только хорошие. А кто напишет самый остроумный комментарий, тому отправлю на карточку 3000 рублей. Пишите, там будем смотреть. Только хорошие, ну, чтобы Миля порадовалась. Потому что, я знаю, вы там напишите всякой грязи, там, потом Миля почитает и больше никогда сниматься не будет. Все ссылки, если я там что-то упустил, все ссылки, что мы использовали, все материалы, все будет внизу в описании, ссылка на смету, ссылка на фотографии, все будет для того, чтобы вы там уже спокойно посмотрели. Все, всем пока-пока.